Зинедин Зидан. Французский футболист алжирского происхождения, трижды признававшийся лучшим футболистом мира. Повесив бутсы на гвоздь, он продолжил строить успешную карьеру уже в качестве тренера. Им до сих пор вдохновляются миллионы молодых спортсменов, а болельщикам интересно наблюдать за его жизнью. Поэтому по просьбам наших подписчиков мы сделали это видео о пути легенды футбола к вершинам. Микс-шоу представляет. Как живет Зинедин Зидан и сколько он зарабатывает? Зинедин Язид Зидан родился 23 июня 1972 года в пригороде Марселя Ла-Кастеллан, построенного для беженцев. Его отец Смаил эмигрировал из родного Алжира во Францию еще в 1953 году, незадолго до начала войны. А после женитьбы на своей кузине Малике обосновался в Марселе и трудился на 2 работах, чтобы прокормить большую семью. Зинедин, чье имя переводится как «красота веры», стал 5-м и младшим ребенком в семье. У него есть 3 брата и сестра. Все они жили в одной из панелек, которую позже снесли, чтобы построить автостраду. Смаил и Малика, учитывая дурную славу района, всеми силами пытались оградить детей от плохого влияния улицы и разрешали им играть только на площади, которую хорошо видно из окон квартиры Зиданов. Играли они, конечно же, в футбол. Правда, старшие братья нечасто брали Зинедина играть за свои команды. Считали, что он слишком мал. Но в импровизированных соревнованиях на исполнение футбольных финтов он участвовал. Один из них, марсельскую рулетку, Зидан, по его словам, совершенствовал целых 8 лет. Но отточив до автоматизма, стал тем, кто перенес финт с улиц в большой футбол. Против закона Зинедин, по своему признанию, пошел лишь однажды. Когда не было денег на подарок маме, он украл горшок с цветком. За тот поступок ему стыдно до сих пор. А вы уже выбрали себе подарок на Новый год? У меня есть отличная идея. Для самых нетерпеливых ссылка на суперакцию уже ждет в описании. Я бы не медлил и переходил сразу, потому что ребята из Hisense, официальные спонсоры чемпионата мира по футболу, подготовили кое-что по-настоящему классное. Хочу заметить, что до чемпионата мира в Катаре остался ровно год. Радуйте себя их новой техникой, участвуйте в акции и получите возможность выиграть суперприз. Кстати, новости для тех, кто знает толк в по-настоящему крутых домашних кинотеатрах. У Hisense есть Laser TV 100 L5F. Честно скажу, король королей для просмотра вообще всего на свете. Это огромный 100-дюймовый экран, безопасный для зрения, кстати, нафаршированный элитными технологиями для передачи картинки под завязку. Он поддерживает более 8 миллионов пикселей, а с технологиями PureColor и X-Fusion реалистично воспроизводит изображение с максимальной точностью лазерного источника света и создает четкие и детализированные изображения, предотвращая рассеивание света и обеспечивая более комфортный просмотр. Ох, я бы себе такой повесил. А вы? Жду мнений в комментариях. Ссылка на суперакцию в описании видео. В школе мальчик имел среднюю успеваемость, а кроме футбола увлекался скейтбордингом, велосипедами и дзюдо, по которому получил зеленый пояс. В 11 лет ему все же пришлось остановиться на одном виде спорта, когда он упал в обморок на футбольном поле на следующий день после турнира по дзюдо. Врачи констатировали переутомление организма и сказали, что не стоит заниматься всем и сразу. Выбор был однозначным. В 9 лет Зидан начал играть в команде Фореста и носил там капитанскую повязку. Сейчас этой команды уже нет, но вместо нее футболист вместе с друзьями детства создал любительский клуб «Нувель Вак». Зинедин является его почетным президентом и по возможности участвует в жизни команды. В следующем 1982 году он перешел в Сен-Анри, а через год в Сетем-Ле-Валлон из северного пригорода Марселя. В нем он играл до 14 лет, пока его не отобрали для 3-дневного посещения тренировочного лагеря в региональном центре спортивных состязаний и физической культуры в городке Экс-Ан-Прованс. Именно тогда многообещающего футболиста заметил скаут клуба «Кан». Зинедину предложили место в их юношеской футбольной школе, пообещав его родителям, что подросток будет жить в хороших условиях и получит образование. Так, в 1987 году, накануне своего 15-летия, Зидан подписал свой первый контракт и переехал в курортный город Канны на Лазурном берегу.
Тренеры Кан старались помочь развить талант юноши и занимались с ним индивидуально, пока он постепенно проходил все ступени от юношеской до молодежной сборной Франции. Свою первую зарплату Зидан потратил на подарки матери, братьям и сестре, а через несколько лет увез семью из криминального квартала Марселя. 18 мая 1989 года Зидан дебютировал за первую команду Кан, выйдя на замену в последнем туре чемпионата Франции. На тот момент ему не было и 17. За следующие несколько лет он стал игроком основного состава. Но в сезоне 91-92 года команда вылетела во второй дивизион, и Зидан принял решение перейти в Бордо. Стоимость трансфера, который состоялся в июле 92-го, составила 460 тысяч евро. Футболист очень быстро адаптировался в новой команде и в первый же сезон стал ее лучшим бомбардиром, забив 10 голов. За 4 сезона Зидан стал любимцем публики и обратил на себя внимание еще более именитых клубов. Еще за время пребывания в Бордо Зинедин женился на танцовщице Вероник Фернандес. Они встретились в 89-м, когда девушка училась в балетной школе в Каннах и подрабатывала продавцом в супермаркете. Именно там она и познакомилась с Зиданом, став инициатором их общения. Ведь скромный парень, наверное, так и не решился бы к ней подойти. Позднее футболист рассказывал, что, узнав о профессии Вероник, пытался продемонстрировать ей на дискотеке несколько па. Это ее сильно рассмешило, но, видимо, все же впечатлило, ведь через неделю они начали встречаться. Они поженились в мае 94-го, и девушка оставила балет, посвятив себя семье. Спустя несколько десятков лет совместной жизни супруга футболиста убеждена в правильности своего выбора. Они воспитали 4 сыновей, которые пошли по стопам отца. Старший Энцо, его, к слову, назвали в честь любимого футболиста Зинедина Энцо Франческоли, атакующий полузащитник. Люка – вратарь, Тео – центральный полузащитник, а младший Элиас – левый защитник. В 94-м Зидан дебютировал в составе сборной Франции в товарищеском матче против чехов и сразу проявил себя. Когда он появился на поле, французы проигрывали 0-2. Но всего за 2 минуты 22-летний Зинедин забил 2 мяча, сравняв счет. В 96-м году, по окончанию чемпионата Европы, на котором сборная Франции дошла до полуфинала, Зидан был продан в туринский Ювентус за 3,5 или 5,3 миллиона евро. Данные разнятся. Зинедину было трудно освоиться в Ювентусе, он не знал языка и оказался не готов к нагрузкам на сборах. К тому же его постоянно сравнивали с другим французом, некогда игравшим за старую сеньору – Мишелем Платини. И сравнения эти были не в пользу Зидана. Семьи рядом тоже не было, жена с маленьким сыном осталась в Марселе. Но футболист так скучал, что созванивались они чуть ли не каждый час. А когда в разговоре он признавался, что готов покинуть команду, чтобы быть рядом с семьей, женщина тут же ехала к нему в Италию. Но к концу первого сезона в команде «Ювентус» уже окончательно приняли Зидана. Тот забивал важные голы, внося свой вклад в чемпионский титул, и стал ключевым игроком. Еще ему удалось играть против своего кумира Энцо Франческоли. В той встрече Зидан выиграл межконтинентальный кубок и обменялся футболками с Энцо. В том же году был взят и суперкубок УЕФА. Ювентус обыграл Пари Сен-Жермен. В 1997 году Зидан вместе с Ювентусом выиграл Суперкубок Италии, а в 1998-м второй раз подряд стал чемпионом Италии. Но главным событием того года стал, безусловно, чемпионат мира, после которого Зизу, как прозвали его болельщики, стал национальным героем. В финальном матче против сборной Бразилии он дважды поразил ворота соперников ударами головой. Так Франция выиграла золото на домашнем мундиале. А Зидан получил титул лучшего игрока мира и золотой мяч по итогам 1998 года. Кстати, примечательная история, случившаяся сразу после финала чемпионата мира. Когда вся страна праздновала победу, Зинедин поехал домой укладывать Энцо и недавно родившегося Люку спать. Кроме того, его жена рассказывала, что не было ни одного случая, когда бы муж вернулся домой и не принес бы какую-нибудь безделушку для сыновей. В 3 следующих сезонах игра Ювентуса пошла на спад. Единственным трофеем, который туринцам удалось завоевать, был кубок Интертото в 1999 году. Зинедин испытывал проблемы с коленом и перенес операцию.
Несмотря на это, к чемпионату Европы 2000 года он подошел на пике формы, став лучшим игроком турнира. Он отличился дважды – в четвертьфинале и полуфинале, а в решающем матче своей великолепной игрой помог французам завоевать золотые медали. Отсутствие новых титулов в Ювентусе тем временем повлияло на решение футболиста покинуть клуб. Широко известна история, как президент мадридского Реала на одном из официальных ужинов передал Зидану салфетку с вопросом: «Ты хочешь играть за Реал?» На что получил ответ «да». Трансфер состоялся летом 2001 года и стал на тот момент самым дорогим в мире. «Галактика» заплатили за Зидана рекордные 75 миллионов евро. Доход же самого футболиста составлял по новому контракту от 5,5 до 7 миллионов долларов в год. Переход в стан сливочных часто связывают с происхождением жены Зидана. Мол, испанке Вероник не нравился климат Турина, и она настаивала на переезде. Так ли это, доподлинно неизвестно, но это решение было абсолютно правильным. Только за 2 первых года игры в Реале Зизу выиграл межконтинентальный кубок и суперкубок Испании, Лигу чемпионов, чемпионат Испании и суперкубок УЕФА. Большую роль в этом успехе сыграл тренер команды Висенте Дель Боске. Он дал Зидану полную свободу в выборе позиций и реализации игрового потенциала, а также смог построить игру вокруг француза без ущерба для других игроков и командной игры в целом. Особенно удачным для Зинедина стал сезон 2002-2003 года, по итогам которого он был признан лучшим футболистом чемпионата Испании по версии газеты «Марка». Европейская ассоциация спортивных изданий включила его в символическую сборную континента, а издание «France Football» назвало его лучшим хавбеком Европы. Правда, этому предшествовал провальный чемпионат мира 2002 года, на который Зидан приехал с травмой. А в итоге сборная заняла последнее место в группе, не забив ни одного мяча. Следующий крупный турнир Евро-2004 был для французов тоже не самым успешным, ведь они уступили в четвертьфинале грекам. Реал тем временем переживал кризис, а вместе с командой и Зидан. В сезоне 2004-2005 годов он забил всего 6 голов и подвергался критике за свой возраст. А следующий футбольный год стал для него последним в игровой карьере. О планах завершить карьеру Зизу объявил еще до чемпионата мира 2006 года. Поэтому, когда сборная Франции добралась до финала, всем было понятно, что это знаковый матч. Зидан, будучи капитаном, забил с пенальти и стал 4-м, кто забивал в 2 финальных матчах мирового первенства. Но тот матч был омрачен его удалением за удар Марко Матерацци. После словесной перепалки Зинедин ударил итальянца головой в грудь, за что получил прямую красную карточку. Без своего лидера сборная Франции проиграла по пенальти и заняла 2-е место. Как позже признался Матерацци, он оскорбил сестру французского спортсмена, что и спровоцировало драку на поле. Этот игровой момент остался самым ярким событием матча и вызвал широкий резонанс. В сети появились видео, мемы, игры на эту тему, а алжирский скульптор даже запечатлел его в бронзе. 5-метровый монумент был установлен в столице Катара Дохе, но уже в 2013 году удар головой демонтировали и перенесли в Музей современного искусства из-за жалоб со стороны жителей. За красную карточку футболисту положена была 3-матчевая дисквалификация и денежный штраф в размере 7,5 тысяч швейцарских франков. Но так как он завершил карьеру, дисквалификацию ему заменили на 3 дня общественных работ с молодыми футболистами. Кстати, это была 14-я красная карточка в карьере футболиста. Зидан остался жить в Мадриде и после завершения спортивной карьеры. Он часто путешествовал, выступал экспертом на французском Канал Плюс и поддерживал благотворительные проекты. Еще с 2001 года он является послом доброй воли по программе развития ООН. А теперь стал еще активнее принимать участие в детских футбольных матчах для благотворительных сборов в программе социальной реабилитации детей, оставшихся без дома и родителей. Еще Зинедин Зидан стал членом Европейской ассоциации по борьбе с лейкодистрофией и спонсировал строительство детского отделения в одной из больниц Алжира. В 2008 году француз сыграл эпизодическую роль в фильме «Астерикс на Олимпийских играх». Ты же египтянин. Я не египтянин. Ты на меня нацепил эти тряпки. А паричок, это ж я такой хороший тебе купил. Да, паричок отличный.
Он предстал перед зрителями в образе античного футболиста Нумеродиса, что созвучно с французским произношением номер 10. А в российском переводе, чтобы никто не сомневался, кто на экране, его назвали Зинедис. Ранее он уже появлялся в кино, но в более привычном образе самого себя. Он сыграл в картинах «Гол» и «Гол 2. Жизнь как мечта», а также в многочисленных документальных проектах. 1 июня 2009 года Зидан был объявлен советником президента Реала, а в 2010-м он стал послом катарской заявки на проведение чемпионата мира 2022 года. Через несколько месяцев после ее победы француз признался, что получил внушительный гонорар за свою помощь. В СМИ называлась цифра в 15 миллионов евро, но все они пошли на благотворительные проекты, которые курировал фонд футболиста. Кстати, тогда же Зинедин рассказал, что мог завершить футбольную карьеру в Катаре, ведь ему предложили самому вписать сумму гонорара в контракт, но он отказался. Позднее ходили слухи, что Зизу может стать тренером сборной Катара за 50 миллионов евро в год. Но они так и остались слухами. Зидан также поддержал 2 заявки Парижа на право проведения летних Олимпийских игр 2012 и 2024 года. Игры в 2012, как известно, в итоге принял Лондон, а вот в 2024 они пройдут в столице Франции. В мае 2011 года Зидан стал спортивным директором мадридского Реала, а в сентябре 2012 начал тренерскую карьеру в молодежной академии Королевского клуба. Меньше чем через год, летом 2013-го, Зинедин стал помощником нового главного тренера сливочных Карло Анчелотти, что стало полезным опытом накануне получения диплома в области спортивного менеджмента. Главным тренером Зидан стал 25 июня 2014 года, возглавив резервную команду «Галактикос» Реал Мадрид Кастилья. Там он проработал 2,5 года и за это время получил все необходимые лицензии, чтобы тренировать на высшем уровне. В январе 2016 года Зидан был назначен главным тренером Реала в трудное для клуба время. Показатели команды по всем фронтам катились в минус. Но Зинедин провел, по признанию экспертов, идеальную трансферную кампанию. И, как итог, упорная борьба за чемпионство и победа в Лиге чемпионов в первый же сезон. Этот успех повторился и в 2017-м, а еще добавилось звание чемпионов Ла Лиги и мирового клубного первенства, а также Суперкубок УЕФА. Сам Зидан был признан лучшим тренером по версии FIFA. Вместе со спортивными успехами росла и зарплата молодого тренера. Если в 2016 году он получал около 2,5 миллионов евро, то вскоре ее повысили до 5,5, а затем и до 7,5 миллионов в год. Новый сезон начался с завоевания очередной награды – Суперкубка УЕФА. А выиграв в мае 2018-го Лигу чемпионов в 3-й раз подряд, Зинедин Зидан стал первым тренером, которому удалось добиться такого результата. Несмотря на успехи, по окончании сезона специалист объявил об уходе из Реала. По некоторым данным, причиной ухода стал конфликт между Зиданом и руководством клуба в вопросах проведения трансферов. Уже в марте 2019 года Зинедин вновь стал главным тренером сливочных, но спустя несколько месяцев вынужден был покинуть расположение команды. Дело в том, что в семье тренера произошло горе. От рака умер его брат Фарид. В том же году была выпущена книга «Зинедин Зидан. Биография». Это не единственное произведение, посвященное известному спортсмену. О жизни легенды футбола можно узнать из таких книг, как «Скромный король», «Зидан. Бог, который просто хотел быть человеком», «Зидан. Тайная жизнь» и прочее. В сезоне 19-20 года тренер привел Реал к завоеванию Суперкубка Испании и победе в чемпионате, но затем вновь наступил спад. В следующем году клуб не выиграл трофеев, проиграл в полуфинале Лиги чемпионов и уступил мадридскому Атлетико в чемпионской гонке. А в мае Зидан принял решение покинуть свой пост. 48-летний француз ушел по собственной инициативе, имея действующий контракт, по которому получал 12 миллионов в год. Примечательно, что на всех своих уходах из Реала Зидан потерял в общей сложности 42 миллиона евро. Если бы в 2006 году он отработал до конца контракт еще 1 год, то получил бы 6 миллионов. В 2018-м 24 миллиона за 2 года. И, наконец, 12 миллионов в 2021-м. Кстати, за время пребывания на посту наставника сливочных Зинедина упрекали в том, что он помогает своим сыновьям.
Дело в том, что под его непосредственным руководством в молодежке выступал старший сын Энса, а потом уже в основной команде он ставил Люку в ворота, хотя были более опытные кандидаты. Как уже говорилось, Зидан известен своей филантропической деятельностью, а еще он не забывает о своих корнях. Так, в августе 2021-го он не остался в стороне от проблемы лесных пожаров в Алжире и пожертвовал на борьбу с ними 2 миллиона евро. Кстати, гражданство своей этнической родины он сохранил и помимо французского владеет алжирским, берберским, арабским языками, а также итальянским, французским и испанским. Общее состояние Зинедина Зидана оценивается в 120 миллионов долларов. За свою карьеру он несколько раз входил в рейтинг самых высокооплачиваемых игроков в мире. И на пике своей игровой карьеры зарабатывал от 13 до 15 миллионов евро в год. Значительную часть из них приносили рекламные контракты. Например, в 2006 году Зинедин получил 8,5 миллионов долларов. При этом ни один из спонсоров не отказался от сотрудничества после конфликта с Матерацци. На протяжении карьеры футболиста и тренера Зидан работал с брендами Lego, Audi, Danone, Louis Vuitton, Christian Dior, Mango, Visa и Grand Optical, от сделки с которым получал 450 тысяч евро в год. Другой контракт с оператором сотовой связи Orange принес французу 6 миллионов евро за 3 года. Но главным спонсором спортсмена уже долгие годы является Adidas. Однажды Зизу даже выходил на подиум во время показа коллекции, разработанной вместе с японским дизайнером Йодзи Ямамото. Часть своих доходов он инвестировал в различные проекты. Так, например, в 1999-м он был инициатором создания собственного бренда одежды. Также футболист вложился в недвижимость, создав компанию Zifern, производная от фамилий Зидан и Фернандес, которая специализируется на аренде жилья. Кроме этого, у Зидана есть небольшая компания, созданная в 2000 году в Марселе, которая управляет правами на изображение знаменитого французского футболиста. Семья Зиданов обосновалась в Мадриде в белоснежном двухэтажном особняке. Эту недвижимость футболист приобрел за 5 миллионов евро. Судя по снимкам, публикуемым в соцсетях, дом оформлен в приглушенных бежево-серых тонах. На второй этаж ведет мраморная лестница с коваными перилами. А в гостиной, кроме камина, можно заметить предметы мебели в барочном стиле. Кабинет обставлен темной мебелью, а для тренировок в особняке есть отлично оборудованный спортзал и футбольное поле. В 2019 году в этот дом проникли злоумышленники, как и к нескольким игрокам Реала. Никто не пострадал, так как хозяев дома не было. Но после этого клуб рекомендовал команде не выкладывать фото из квартир и домов в соцсети. Интересно, что домработницей в этом доме долгое время работала украинка Леся. Она рассказывала, что на кухне, где она готовила еду, была самая современная техника, в том числе специализированная, например, печь для приготовления пиццы. Леся вспоминает, что глава семейства все свободное время проводил дома с детьми и женой. К домработнице относились очень хорошо и платили щедро – $2000 в месяц. Об автопарке легенды футбола информации немного. В сети есть его фотографии с Range Rover Vogue и Bentley Mulsanne. Также известно, что в рамках спонсорской поддержки Реалу от автоконцерна Audi Зинедину дарили модель RS3 Sportback, а потом обновили на Audi RS6. После ухода с поста тренера Реала болельщики гадали, где же продолжит свою тренерскую карьеру Зинедин Зидан. Но он решил взять год перерыва и сейчас наслаждается отдыхом и игрой в теннис. Кроме того, он поглощен новым проектом – футбольной школой Zidane Five Club. Француз занят расширением этого бизнеса и не забывает посещать тренировки молодых игроков. Говорят, что сам он мечтает возглавить сборную Франции. А как вы думаете, получилось бы у него привести трехцветных к победам? Если вам понравилось видео, ставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить много интересного.